Ручная дрель. Производство СССР. В данной дрели был неисправен патрон. Попытки восстановления патрона ни к чему хорошему не привели. Покажу вам также, как сделать такие дрели исправными, без токарной обработки материалов. Ручные механические дрели позволяют работать сверлами и другими мелкими инструментами там, где отсутствует электричество. Можно, конечно, воспользоваться шуруповертом аккумуляторным, но для него нужна энергия, которую у него надо зарядить с помощью зарядного устройства. Для данных дрелей энергия — это руки мастера, который вращает ручку, а затем вращается инструмент. Дрель односкоростная, патрон неисправен, отсутствовал нормальный зажим. Попытки восстановления пружинок не увенчались успехом. Попытки обратиться к токарям успеха не принесли. Дрель двухскоростная. Из недочетов это отсутствие кулачков в патроне. Третья дрель также двухскоростная. Проблема в том, что кулачки зажимаются неравномерно. Видимо, данные пружинки между собой не одинаковые. В целом все дрели полностью исправны. На просторах YouTube есть способ, как испортить дрель, доработать ее в качестве усилителя вращения для гаражных работ. Находились такие ролики. Также есть ролики, когда дрель полностью восстанавливается в заводской вид. Приведение к заводскому состоянию для музейной экспозиции. Покажу ролик, покажу способ, когда восстановление дрели требует всего лишь нового патрона, шайбы и болта. Итак, как восстановить? Нам необходим новый патрон. В данном случае у меня было ошибочно куплен на 3/8 дюйма, поэтому пришлось при попытке перенарезать резьбу на М10 потерпела неудачу. Резьба нарезана немножко криво. Итак, нам нужен новый патрон. Лучше, конечно, покупать с резьбой М12 на 1,25. К нему можно найти болты в свободной продаже в автомагазинах. Стоимость патрона ориентировочно 200 рублей. Это примерно $2,5. Стоимость болта с шайбой, примерно 50 центов. Или где-то 40 рублей оценим. Так, то есть мы собираем, берется патрон, в часть патрона вставляется болт с шайбой, и это все закручивается, вставляется элемент патрона и собирается дрель. Одной рукой это вращать очень сложно. Получаем вот такие дрели. Тут добавлена ручка самодельная, и также на леске подвешен ключ, для того чтобы было сложнее его потерять.